Всем привет! Давно у нас на канале не было байка или бейджинга. И вот решил я сделать обзор на этот интересный автомобиль. Это байк X7 Plus. На некоторых рынках он называется X75. В принципе, это рестайлинг обычного X7. Вот как вы заметили, есть бесключевой доступ, Keyless Go. Вот такая задняя часть у автомобиля. Подсветка, подсвечивается даже логотип Beijing. X75 310T, что означает, что у этого автомобиля крутящий момент 310 ньютонов. Вот такие фальш накладки на выхлоп, но у него все-таки есть выхлоп, и он раздвоенный, да, здесь и вот там. Независимая задняя подвеска. Спереди у нас Макферсон. Автомобиль в максимальной комплектации. Вот в принципе так он выглядит в серебристом цвете. Максимальная комплектация, двухцветный окрас кузова, то есть это белый перламутр и черный верх. Вот так он смотрится на 19-е колеса. Резина у нас 235 на 55 R19. По комплектации снаружи есть этот Black пакет, передние и задние парктроники, камера 360, круиз-контроль адаптивный, фары LED с автодальним, есть ходовые, дневные ходовые огни, панорамная крыша, обычные ручки, не такие, как у Tesla или как у обычного X7. Есть датчики мертвых зон. И вот машина встречает с таким интересным салоном. Пока не сели внутри, давайте я вам покажу и вот этот интерьер. Это у нас получается серебристый автомобиль, тоже с черным верхом, тоже в максимальной комплектации, но с черным салоном. Вот такая черная кожа с красной строчкой. Вот такой подлокотник. Вот такие ключи у автомобиля. Да, давайте я вам продемонстрирую еще одну интересную функцию. Это автозаводка. Закрываем и удерживаем вот эту функцию. Если услышали этот сигнал, значит не сработает. Закрываем еще раз и удерживаем эту функцию. Вот так. При этом автомобиль остается закрытым. Да, вот сейчас он открылся из-за того, что мы подошли с ключом, но в принципе он закрытый. Вот такая интересная функция, такой интерьер, да, черный. Но я думаю, вам покажу тот, потому что мне кажется, он более необычный, коричневый. Давайте сядем внутри. Так, закрываем дверь и вот видим такой красивый салон. Давайте заведем автомобиль. Вот так. Добавьте топливо. Это мы попозже добавим. Давайте я настрою сиденье. Кстати, сиденье имеет электрорегулировку, также и у пассажира. Из необычного еще, что есть поясничный подпор не только у водителя, но и у пассажира. В принципе, да, еще чуть-чуть вперед. Вот так. Давайте начнем по комплектации. Подогрев лобового стекла. Не видно, но он есть. Подогрев рулевого колеса. Подогрев передних сидений. Подогрев задних сидений. Подогрев, конечно, зеркал. В принципе, подогрев везде.
Кроме того, есть обдув всех 4 сидений, не только передних, да, то есть сзади тоже. И еще массаж тоже всех 4 сидений. Да, вы правильно поняли, есть подогрев, обдув и массаж для всех 4 сидений. Вот это здесь. Вот так, если вы заметили, можно, к примеру, выбрать водительское сиденье, выбрать какой тип массажа из этих 3, да, волны, подиум, перекрест, и выбрать уровень этого массажа. Вот давайте пока что я выбираю этот и поставим 3 уровень. Как видите, есть 3 положения памяти сидения, и вот вышли опять в меню у всех сидений. Также вы отсюда можете выбрать вот у этого подогрев, у этого обдув, к примеру. Или тоже, если хотите, подогрев. Все в 3 уровнях. Да? Вот так. Можно все это отключить. Вот так. Кстати, у пассажира есть еще вот эта атаманка. Да? Ее можно отрегулировать либо оттуда, у пассажира, либо отсюда. Вот мы нажимаем. Секундочку. Нажимаем, и она уходит вниз. Да? И еще есть память сидений и у пассажира. То есть комплектация реально прямо топ. Где вы видели, чтобы была память сидений и у этого сидения. Такой вот меню климата. У нас тут двухзонный климат-контроль. Давайте отключим его. Off. Да. То есть двухзонный климат-контроль. Есть подогрев вот лобового стекла. Ну, в принципе, все функции доступны. Тут у нас несколько типа дублирующихся функций. Есть камера 360. Да, вот вы нажали, тут появилась камера. Если нажать на нее, мы можем выбрать, к примеру, переднее правое колесо, переднее левое колесо, заднее левое, заднее правое, задний вид. То есть все. Можно все это, конечно, и в 3D. Вот так выбрали и покрутили машину. Все это присутствует. Дальше есть автопарковка. Автопарковку точно так же. Она появляется сюда. Въезд, выезд с парковки, самостоятельный выбор. К примеру, самостоятельный выбор вы выбираете и решаете, где вы хотите припарковаться. Тоже, наверное, кому-то это удобно и интересно. Удержание полос, парктроники, автохолд, подогрев руля. Все это можно отключить, если вам этого не нужно. То есть, если мешает в дороге. Кстати, пока что я разговариваю, у меня работает массаж сидения. Да? Так что я не только показываю вам, но еще не расслабляет спину. Есть Apple CarPlay беспроводной и Carbit Link. То есть у кого есть айфоны, как бы у вас есть Apple CarPlay. Если у вас есть Android, то только через Carbit Link. Вот такое меню у автомобиля. Настройки. К примеру, в настройках можно выбрать подсветку, контурная подсветка, цвет. Вот такие цвета. Вот она здесь видна. Мы можем тут все это поменять. Вот видите? Все это меняется, как вам хочется. И можно вернуться опять в меню. Вот такие настройки у этих мониторов. Здесь у вас информация чисто по расходу, по дистанции, после запуска, пробега и так далее. Руль регулируется как по вылету, так и по наклону. Здесь есть круиз-контроль адаптивный, как на Мерседесах. Все включается. Кстати, очень много нюансов
напоминает Mercedes. Прямо и эти рычаги с этой кнопкой в конце тоже как у Мерседесов. Здесь есть спуск с горы, отключение стабилизации, открывание багажника и уровень света. Здесь, конечно, все электрически, складываются зеркала. Посмотрим, что у нас наверху. Есть подсветка, зеркала с подсветкой, место для очков и, конечно, панорамная крыша. Это обязательно должно быть в максимальной комплектации. Это не только панорамная крыша, но и люк. То есть передняя ее часть открывается, как вы уже много видели на моих видео. Есть бардачок, да, А4 тут поместится. И еще есть вот такое место для хранения с USB, да, вот здесь и там. И вот здесь, если положить телефон, к примеру, вот так, тут у нас есть беспроводная зарядка. Дальше. У коробки есть обычный драйв. Можно положить коробку и в спорте, либо механику, да, вот так. Можно положить и в эконом-режиме. Вот это здесь включается эконом-режим. Рычаг переключения передач имеет вот здесь кнопку. Вы ее должны нажать. Нажали. Далее вперед. И когда хотите ставить в паркинг, просто вот здесь нажимаете на паркинг. И все. Ручник, автохолд отсюда включается. Аварийка. Сейчас мы посмотрим, выйдем и посмотрим, как выглядит ближний и дальний свет у этого автомобиля. Тут можно положить какую-то мелочевку, либо телефон. Да. И посмотрим на подлокотник. Подлокотник регулируется вот так. Открывается. И вот те же подстаканники, которые многим не нравятся по танку 300. Тоже такие глубокие. Но если вам нужно чуть-чуть повыше, либо больше стаканов, чем 2, есть вот такая функция. Да? Можно положить повыше и как бы больше стаканов. Если вам здесь не хочется, чтобы что-то попало, просто вот так закрываете. Это закрывается и получаете тоже место, где можете положить телефон. Руль довольно-таки толстый, имеет вот такой скос и полусенсорные кнопки, потому что если вы нажимаете, чувствуется как кнопка, но у него есть и функция вот сенсора. Да, может так все отрегулировать. Давайте посмотрим на свет данного автомобиля. Сейчас включен ближний свет и аварийка. Вот такой красивый внешний вид с этими поворотниками. И сзади точно так же. Задняя часть прямо топ. Сажусь сам за собой. У меня 1,88 м. И смотрите, сколько места тут остается. Прямо 20 сантиметров как минимум. Вот так. Есть контурная подсветка и здесь, и там. Но откроем, чтобы вам было лучше видно. Снизу есть USB и розетка 12 вольт. Вот такой подлокотник. И тут, конечно, есть подстаканники. И вот столько функций дополнительно. То есть дублируется массаж, подогрев и обдув. Плюс ко всему вы можете отрегулировать музыку. Отсюда ставить на паузу, добавить громкости и так далее. Прям такой очень комфортный автомобиль. По месту сзади спинку вы можете отрегулировать в двух положениях. Вот одно и второе положение. Абсолютно ровный пол. Кому-то это очень нравится. И уже кармашки, подсветка, ручки и все. Давайте посмотрим и на багажник. Так,
Вот горловина бензина, для бензина. Багажник открывается вот отсюда. Есть, конечно, электропривод. Вот так, шторка. Багажник, пол багажника можно поставить чуть повыше. Вот так. Вот видите, в таком случае все получается почти ровно тут, но зато получается ровный пол, если складывать сиденье. Сейчас я вам это покажу. Тут докатка с инструментами, есть боковые карманы, есть розетка 12 вольт и вот такой объем багажника. В принципе, я бы сказал, что он большой. Но кому этого объема не хватает, может сделать вот так. Вот так. Потом откинуть спинку. И получается у нас ровный пол. Вот так это выглядит. Можете тут даже спать, либо перевести что-то большое, габаритное. И все обратно складывается. Закрываем. Эту тоже закрываем. И, конечно, есть кнопка закрывания. Учитывайте, что он не маленький, да, он больше, чем RAV4. Он в максимальной комплектации, потому что есть массаж, подогрев, обдув, панорама, камера 360, круиз-контроль адаптивный и так далее. У него гарантия 7 лет, 150 тысяч. Мне кажется, прям топ-автомобиль. Да еще он и комфортный по подвеске. Самое главное не сказал, это 1.5 двигатель, 187 лошадей, бензин, 7-ступенчатый робот, мокрый. Но, в принципе, это вы уже, наверное, знаете и по другим обзорам. Если вам этот автомобиль понравился, пишите об этом в комментарии. Если нет, тоже пишите. Не забывайте ставить лайки, подписаться на канал. И всем пока!